В одном далеком уголке Европы, среди величественных гор и лазурных озер, раскинулась волшебная страна. Каждый ее уголок будто создан для того, чтобы восхищать и удивлять. Здесь пушистые деревья оберегают древние замки, а виноградники простираются на многие гектары, украшая холмы. В этой земле скрыты целебные термальные источники, которые дарят здоровье и красоту. Люди, побывавшие здесь, рассказывали о чудесах, которые видели своими глазами, бескрайнее поле, освещенное золотым светом, потрясающие виды, от которых захватывало дух. И если вам выпадет шанс отправиться в удивительное путешествие по этой стране, полной тайн и чудес, не откладывайте его в долгий ящик и смело отправляйтесь в сказочную Словению. В этой стране даже воздух пропитан ароматами лесов и полевых цветов, а звуки природы сливаются с мелодией тишины. Честно говоря, Словения для меня никогда не была местом, которое я мечтала посетить. Я знала, что это небольшая страна в Центральной Европе, которая граничит с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, что там родился трехкратный победитель Тур де Франс и находится одно из самых фотографируемых озер в мире. Но я не знала, что в этой маленькой стране есть все. Отличная природа, неприличное количество интересных мест, море, горы, оживленные города и тихие деревушки, термальные источники и прекрасные отели. Один только вопрос. Сколько времени нужно потратить, чтобы все это посмотреть? И это самое интересное. Словения очень компактная, что делает ее идеальной страной для путешествий. 1,5 часа и вы на море, еще 1,5 в словенской Тоскане, час и вы на красивом озере. За один день можно увидеть совершенно разные вещи. И обо всем этом по порядку. Начнем наше путешествие с Любляны, столицы Словении. Это невероятно зеленый, милый и располагающий к себе город. Даже если вы никогда не были в Любляне, кажется, что приехали в очень знакомое место. Она напоминает пряничный городок, но при этом остается живой и настоящей. Улицы наполнены музыкой, террасы кафе забиты людьми, но при этом никто друг другу не мешает. Атмосфера максимально комфортная. Здесь нет раскрученных туристических мест, назойливых экскурсоводов и торговцев, пытающихся продать тебе очередной сувенир. Все здесь просто и дружелюбно, и складывается ощущение, что ты в гостях у старого друга. Передвигаться по Любляне на машине бессмысленно, все находится в шаговой доступности, к тому же центр закрыт для автомобильного движения. Большинство перемещаются пешком или на велосипеде. И, как шутят местные, главное сильно не разгоняться, а то за 1,5 часа можно проехать весь город насквозь. А еще не считают, что для хорошего начала дня нужна чашечка отличного кофе, и с ними трудно не согласиться. Одним из достоинств Любляны является то, что кофе практически везде отменный. Свою чашечку ароматного кофе я выпила возле местного рынка. С него и начнем обзор Любляны. На рынке вы можете найти свежие фрукты, овощи и зелень, выращенные местными фермерами. Все продукты только что собраны с полей. И каждая лавка – это маленькая история о любви к земле и труду. Центральный рынок – это не просто торговая точка, а настоящее архитектурное чудо. Спроектировал его главный люблянский архитектор Йожи Плечник. Его уникальные павильоны, украшенные элегантными арками и колоннами, придают рынку особое очарование и уют. Большая часть архитектуры Любляны обязана своей эстетикой именно этому архитектору. Например, благодаря ему появился тройной мост, главный открыточный вид города. Изначально мост был один, и городские власти задумали пустить по нему трамвай. Поэтому, чтобы не сносить конструкцию, было придумано элегантное решение – достроить еще 2 пешеходных моста по бокам. Правда, теперь весь центр Любляны пешеходный, а трамваи остались только на архивных фотографиях. Главная площадь Любляны, как и весь город, удивительно уютна. Она окружена симпатичными зданиями, а в ее центре возвышается памятник славянскому поэту, в честь которого и названа площадь. Скульптура очень интересно установлена. Взор поэта обращен на окна, где когда-то жила муза. Судьба не дала им быть вместе при жизни, и теперь они продолжают смотреть друг на друга, как всегда, издалека. Романтическую тему площади подхватывает и розовый фасад церкви, который добавляет мягкий и уютный акцент в общий вид. Поговаривают, что ее цвет получился абсолютно случайным образом, потому что краску красную перепутали с розовой, и таким образом получилось такое очаровательное здание. На площади есть одна интересная забава, которая всегда вызывает улыбку у туристов. Небольшая инсталляция, имитирующая дождь. Прогуливаясь по площади, ты вдруг можешь оказаться под легким ливнем, который, впрочем, не промочит тебя до нитки. Это скорее приятный сюрприз, который дарит прохладу в жаркий день. Ну что тут сказать, в Любляне даже дождь учтивый и приветливый.
Еще очарование этому городу придает река Любляница, которая плавно протекает через город. В теплое время года на реке можно увидеть неспешно плывущие лодочки, а местные жители-туристы с удовольствием прогуливаются вдоль набережной, перебегая с одной стороны на другую по изящным мостам. Гуляя по Любляне, часто встречаешь образ дракона. Согласно легенде, древнегреческий герой победил зверя, который жил на месте современного города. Теперь это символ храбрости и защиты, украшающий герб Любляны и одну из главных достопримечательностей. В Любляне обязательно нужно прогуляться по мосту драконов. И считается, что если турист не сделал фотографию на этом мосту, значит, он не был в Любляне. После того, как программа «Минимум» была сделана, мы отправились на обед. В Словении за последнее время очень сильно развивается ресторанный бизнес, и есть места, которые отмечены гидом Мишлен, которые получили 2 и даже 3 звезды. Но мы не такие эстеты, поэтому пришли в более демократичное место, которое также отмечено гидом Мишлен, но пока не имеет звезды. И, возможно, это только пока. За 18 евро вам предложат сет-меню, великолепную рыбу, суп из сельдерея, которые приправлены съедобными цветами, и отличный десерт. Вкусно, элегантно и эффектно. Еще одно из обязательных мест для посещения в Любляне является подъем на холм к Люблянскому замку. Подняться туда можно на фуникулере за небольшую плату или пешком по одной из тропинок. Люблянский замок – это не просто старая крепость, а важное место для города. Замок был построен еще в XI веке и долгое время был важной оборонительной точкой. Сейчас здесь проходят выставки, концерты и другие культурные мероприятия. С его стен открывается красивый вид на всю Любляну, красные крыши домов, извилистую реку и горы вокруг. Любуясь этим потрясающим видом, я не могла отделаться от мысли, почему Словения в целом и Любляна в частности не столь популярна среди туристов, особенно если сравнивать с соседними Австрией, Хорватией и Италией. Ответ на этот вопрос я попробовала выяснить у Влада, спортсмена, предпринимателя, автора книги «Бег как бизнес» и просто приятного человека. В Словении туризм очень развит, но просто ее масштаб таков, что когда мы сравниваем с той же Хорватией, учитывая, что страна сильно меньше, население сильно меньше, то получается, что это количество туристов кажется не таким большим. Но на самом деле в год Словения посещает людей в 2 раза больше, чем в Словении живет. Поэтому, возможно, в таком соотношении это и очень много. Но у Словении хоть и есть море, оно не сильно подходит для того, чтобы туда приезжали миллионы людей. То есть это всего 40 километров полоска пляжа, а летом, наверное, большая часть людей ездит на летний отдых, да? И если говорить про другие места, то в целом не так много мест для проживания. И то есть вот сейчас рост развития туризма чем даже ограничен количеством мест, которые их может принять. Хотя это все больше и больше этого становится. И отдых очень разнообразный. То есть можно поехать на море, можно поехать в горы, можно поехать на так называемый санаторий, пить водичку там очищающую, там, укрепляющую. Поэтому в целом я думаю, что с туризмом все хорошо. Ну, просто в масштабах страны. То есть маленькая страна и, соответственно, маленький масштаб. Влад, почему каждому стоит приехать в Словению? Потому что это удивительная страна, маленькая, но в то же время супер насыщена какими-то уникальными достопримечательностями, природными особо. Я люблю именно природу, потому что как бы это то, что невозможно уже повторить, создать, и вот Словения этим отличается. А если говорить про любимое место, то мне очень нравится на озере Блед. Это визитная карточка Словении, и на самом деле известно, что панорама этого озера относится, в общем, к 25 самых известных мест чуть ли не мира, но не все люди, которые его узнают, назовут где это, потому что это есть даже на заставке Windows, эта картинка и так далее. Очень многим людям это знакомо, вот этот пейзаж, но они не все скажут, что это в Словении. Это действительно как бы очень такое сказочное место, вот какое-то уникальное вообще сочетание такого природного озера, архитектуры, там замка, скал на фоне. То есть я вообще обожаю. И мы там проводим даже заплыв на открытой воде, и как раз основная идея была в том, чтобы за счет того, что очень популярное место, в итоге сделать такой заплыв, на который будут приезжать участники из десятков стран. Например, в этом году мы уже почти с 30 стран собрали участников, и он будет 29 сентября. Всех, пользуясь случаем,
приглашаю. Так что если у вас появится желание посетить эту волшебную страну, то, мне кажется, просто отличное начало изучения данного места – это сделать заплыв запоминающийся на таком потрясающем озере. 100%. Там стоит посетить и замок, и съездить на остров. Вообще классно. Влад, спасибо большое за такие советы, рекомендации. Так что мы отправляемся изучать эту потрясающую страну дальше. Озеро Блед – это одно из тех мест, что прочно остается в памяти, как любимая книга или приятное свидание. Сверкающая бирюза воды заключена в кольцо горных вершин, словно самое ценное украшение. Цвет озера такой, что кажется, что перед вами море, а не пресное озеро. На его зеркальной поверхности, почти точно по центру, расположен островок с очаровательной барочной церковью. Легенда гласит, что когда-то безутешная вдова заказала колокол, чтобы увековечить память о своем муже. Но, как часто бывает в подобных историях, судьба сыграла свою роль, и колокол затонул, погребенный в лазурных водах. Говорят, что если ночь спокойна, можно уловить его отголоски из глубин. Из-за того, что место пользуется большой популярностью, есть и последствия массового туризма. Некоторые места не то что безвкусные, но сделаны для того, чтобы заманивать туристов. Но не все так плохо, как могло бы быть. Многие популярные туристические забавы выглядят очень даже привлекательно. Главное развлечение здесь – это взять красивую деревянную лодку на прокат и проплыть вокруг острова. Многие швартуют свои лодки у острова, чтобы подняться к церкви и позвонить в колокол. Местные утверждают, что после этого желание обязательно сбудется. Но, честно говоря, когда ты плывешь по зеркально-бирюзовой глади озера, кажется, что все мечты уже сбылись, и никаких колоколов не нужно. Когда я отправлялась в это путешествие, я надеялась, что оно будет незабываемое, красивое, но я не ожидала, что эта страна произведет на меня такое сильное впечатление. Восторженные отзывы, конечно, заслужены, но давайте немного поговорим о ценах. Аренда этой прелестной деревянной лодки для двоих обойдется вам примерно в 20 евро за час. А чем ближе к основным туристическим точкам, тем дороже. Для тех, кто не хочет тратить лишние деньги, есть Плетна – традиционная многоместная лодка. Однако она отчаливает только после того, как наберется полный комплект пассажиров. Ждать свою очередь на берегу – занятие, мягко говоря, не слишком увлекательное. Если хотите что-то более веселое, попробуйте сапборд. Это и бюджетный вариант, и веселый способ изучить озеро с другой стороны. Скользить по воде на сапе – это не просто прогулка, а настоящий маленький праздник. В конце концов, кому еще удавалось так весело любоваться этими великолепными пейзажами? Но ведь не за все удовольствия нужно платить, верно? В первую очередь сюда стоит ехать за потрясающими видами. Озеро небольшое, и его можно обойти за пару часов, что я настоятельно рекомендую сделать. И как только вы начнете прогулку, сразу же заметите обилие запрещающих знаков, что на озере делать нельзя. И самое забавное, многие эти правила попросту игнорируют. Почему? Не знаю, но даже угроза внушительных штрафов никого не останавливает. К тому же запреты распространяются не на всю территорию. Есть закрытый платный пляж, а также несколько бесплатных зон, где любой желающий может освежиться. В выходные дни здесь довольно многолюдно. Озеро Блед находится всего в нескольких десятках километров от Любляны, так что это идеальная однодневная поездка. Если вы думаете, что парковки здесь бесплатные, то придется вас огорчить. Найти бесплатное место почти невозможно, и это распространяется на все популярные места Словении. Цены на стоянку варьируются от 15 до 30 евро за день. Еще одно удовольствие, которое никак нельзя пропустить, это виды с крепостных стен Бледского замка. Он гордо возвышается на утесе и словно создан для того, чтобы захватывать дух у каждого, кто осмелится взглянуть на его окрестности. С этих стен открывается потрясающая панорама на Лазурное озеро и крошечный островок с храмом. Настоящая открытка, воплощенная в жизнь. Сам замок один из самых старых в Словении, наполнен атмосферой былых времен и легкой романтикой. Стоит только закрыть глаза и представить, как рыцари когда-то шагали по этим каменным коридорам, а из высоких окон наблюдали за тем, как медленно плывут облака, касаясь вершин окружающих гор.
Даже если вы небольшой поклонник средневековых историй, виды замка заставят вас почувствовать себя персонажем старой легенды. А если захочется немного спуститься с небес на землю, то после посещения замка можно заглянуть в уютное кафе, расположенное у подножья. Еще одно из обязательных дел, которое нужно сделать на озере Блед, Это попробовать знаменитый десерт. Невесомое суфле. настолько воздушное, что кажется вот-вот улетит с тарелки. И, конечно, лучше занять место на террасе с таким потрясающим видом. Если озеро Блед – это обязательная однодневная поездка из Любляны, то до нашей следующей локации добираются далеко не все путешественники. И совершенно напрасно. Озеро Бахинь – самое большое озеро Словении, которое сформировалось из-за таяния ледников. Оно является частью Триглавского национального парка, единственного в стране. Представьте себе идеальный альпийский пейзаж. Зеленые луга, где-то вдалеке коровы медленно щиплют траву, а в кристально чистой воде озера отражаются горные вершины. Несмотря на то, что вода здесь редко прогревается выше 22 градусов, купаться в озере можно, хотя придется испытать на себе приятную свежесть. Когда мы там были, начался дождь, и большинство людей испугались и разошлись, оставив нас почти в полном одиночестве. Вода, по которой танцевали капли дождя, напоминала шампанское. Плавать в таком озере было ни с чем не сравнимое наслаждение, необыкновенно красиво и романтично. После насыщенного дня мы заселились в отель, где по двору бегали козы, а за окном виднелись горы. Это небольшой семейный отель. Первый этаж отведен под номера, а на втором живут владельцы этого уютного бизнеса. Я часто замечала, что словенцы заботятся о своих домах и природе вокруг. За все наше путешествие я не видела ни одного кусочка мусора. И хотя многие дома были старыми, они все были ухоженными и аккуратными. Это место кажется настолько волшебным, что невольно думаешь, может, это ночные эльфы подкрашивают листья и подстригают траву. Но нет, все это дело рук местных жителей, которые по-настоящему любят свое родное место и никуда уезжать не собираются. Теперь вернемся к главному. Бахинь – это рай для любителей активного отдыха. Здесь можно кататься на велосипеде, заниматься рафтингом, виндсерфингом и, конечно, отправляться в горы на хайкинг. Маршруты здесь есть на любой вкус и уровень подготовки. Самый эпичный поход – это без сомнения восхождение на гору Триглав. Для словенцев это не просто гора, это символ страны. Ее образ украшает герб и флаг. Каждый словенец считает своим долгом хотя бы раз в жизни подняться на ее вершину. Наверное, поэтому здесь все такие подтянутые. Мы же выбрали менее сложный, но не менее захватывающий маршрут – поход к Триглавским озерам. Он оказался куда более трудным, чем мы рассчитывали. Начали мы рано утром, когда солнце только поднималось над горами и утренний свет разливался по лесам и долинам, придавая им сказочный вид. Тропа вела нас через густые леса, вдоль горных ручьев и водопадов, пробуждая ощущение, будто мы путешествуем по какой-то далекой сказочной стране. На пути нам встречались фотогеничные коробки, которые словно сбежали с рекламы швейцарского шоколада, и живописные домики. Мы сейчас дошли до нашей первой остановки. Это поляна, на которой пасутся коровки. И от них доносится приятный звук колокольчиков. И вообще здесь атмосфера потрясающая, запах свежескошенной травы. Так что идем дальше. Дальше путь становился немного сложнее, но каждый подъем открывал нам новые, более захватывающие виды. Чем выше мы поднимались, тем более дикими становились окрестности. Горы возвышались над нами, а где-то вдалеке виднелись снежные вершины. Прохлада горного воздуха и полная тишина, которую нарушали только пение птиц и звуки наших шагов, создавали ощущение спокойствия и умиротворения. А потом мы подошли к спуску. Камера, конечно, не передает всей крутизны этого обрыва. И тут мой уровень тревоги резко подскочил. Хорошо, что мы были вдвоем, потому что от каждого нашего движения срывались камни. Мы решили спускаться по очереди, с небольшими паузами, чтобы дать камням время прокатиться вниз, прежде чем идти дальше. В противном случае можно получить серьезный удар.
Вот и дошли мы до нашей локации, до этих великолепных озер. Место невероятно красивое. Отмечу, что маршрут оказался не таким простым, как мы читали. Были прям моменты, когда даже не то, что физически было тяжело, а было страшно идти. Но, тем не менее, мы справились. Но виды, конечно, эпичные. Запомнится данный маршрут, данный трек, данный поход. Вот, поэтому осталась только дорога назад. Так что идем и продолжаем наслаждаться природой Словении. Не планировали мы здесь останавливаться и есть, но что-то такие голодные были, уставшие, что решили все-таки зайти. И интересно вот замечание, что любая похлебка, любое блюдо будет таким вкусным, когда ты сидишь немного уставший, с таким прекрасным видом, и ешь что-то горячее. Пользуются этим, конечно, супчик зачетный. Мы спустились к закату, жутко уставшие, но очень довольные. Триглавские озера стали одним из самых запоминающихся моментов нашего путешествия. Сегодня у нас в планах посетить место, которое, я уверена, понравится многим. Но сначала нужно позавтракать. Недалеко от туристического информационного центра мы заметили уютный фургончик с едой. Первое, что говорило о качестве, это сертификат местных стандартов, висящий неподалеку. И вот мы уже наслаждаемся свежим бутербродом, запивая его местной газировкой, размышляя о том, как бережно в Словении относятся к туристам. Конечно, они не скрывают, что туризм – это способ заработать, особенно когда видишь высокие цены на парковки. Но что важно, здесь заботиться о качестве. Возьмем, например, регион Бахень. Жители этого района, кажется, точно знают, каких туристов они хотят привлечь, и делают все, чтобы поддерживать правильный имидж. Этот подход проявляется во всем, начиная с чистоты и заканчивая вниманием к деталям. Они создают атмосферу уюта и гостеприимства, которая заставляет захотеть вернуться сюда снова. Вам может показаться, что мы слишком разогнались, пересекли границу и очутились в Италии. Но нет, мы все еще в Словении. Пожалуй, если бы существовал идеальный портовый город для ленивого времяпрепровождения за чашечкой кофе, то это был бы именно Пиран, который словно вышел из старинной итальянской открытки. Дело в том, что долгое время Пиран был частью Венецианской республики. Итальянская культура здесь настолько сильна, что, прогуливаясь по городу, вы легко можете забыть, в какой стране находитесь. Да, сейчас это территория Словении, но итальянский язык здесь не просто часть истории. Он по-прежнему звучит на улицах и в кафе. Все указатели здесь дублируются на двух языках. А слегка потрепанные, но от этого не менее очаровательные фасады домов, выкрашенные в теплые постельные тона, только усиливают это ощущение. Если бы не безупречная чистота улиц и ухоженные скверы, можно было бы легко спутать Пиран с каким-нибудь уютным городком на побережье Италии. Но словенцы, как я уже говорила, склонны к аккуратности. В Пиране сочетается итальянская легкость и словенская забота о деталях. Это небольшой город, и самые интересные места пропустить очень сложно. Главная площадь Пирана носит имя Джузеппе Тортини, великого композитора и скрипача, который здесь родился. Его статуя гордо возвышается в центре. Площадь, залитая солнечным светом, с ее элегантной венецианской архитектурой, идеально вписывается в атмосферу города. Еще одним из самых ярких напоминаний о венецианском прошлом Пирана является собор Святого Георгия, покровителя города. Его колокольня вам может что-то напоминать. Она была построена несколько столетий после возведения символа Венеции – колокольни собора Святого Марка, и представляет собой ее уменьшенную копию. Еще одна интересная достопримечательность – это остатки старой крепостной стены, которая окружала когда-то город. Городские стены построены еще в VII веке и представляют собой впечатляющую достопримечательность, которую обязательно стоит посетить. К тому же отсюда открывается невероятный вид на город, и стоит всего вход сюда 3 евро. Место словно создано для того, чтобы ненадолго задержаться, вздохнуть свежий морской воздух и насладиться красотой, которая кажется вне времени. Рассказывая про Пиран, стоит также упомянуть соль. Именно соль сделала его богатым и важным торговым портом.
В средние века соль была важнейшим экспортным продуктом, и благодаря ей Пиран процветал. Пиранскую соль считают особенной. В ее составе много полезных минералов. Поэтому неудивительно, что посреди соляных полей открыли спа-центр. Его продукцию можно купить в магазинчике, который расположен на главной площади города. А мы тем временем отправляемся дальше. Раньше Словения у меня никогда не ассоциировалась с каким-то спа-отдыхом. Конечно, я слышала про знаменитую магниевую воду, которая помогает в работе пищеварительной системы. Но на этом мои познания заканчивались. Но, как оказалось, многие приезжают сюда именно для того, чтобы поправить свое здоровье и как следует отдохнуть. В Словении невероятно развита культура оздоровительных центров, или, как сейчас принято говорить, спа-курортов. Страна буквально на каждом шагу предлагает возможность погрузиться в мир расслабления и здоровья. Один из символов этого движения – знаменитая минеральная вода, которую вы, скорее всего, встречали. Ее уникальность в высоком содержании магния, что делает ее практически лекарством для пищеварительной системы. Но пить эту воду просто от жажды – рискованное предприятие, так как ее воздействие на организм может быть неожиданно мощным. Производится она на курорте Рогашка-Слатина, в одном из старейших спа-центров Словении. Но Рогашка лишь один из множества подобных мест. Всего в Словении насчитывается около 25 термальных курортов, каждый со своими уникальными спа-центрами. Из них, пожалуй, самый известный Термалемия. настоящий славянский термальный рай. Одним из главных достоинств этого места является возможность выбрать жилье по своему вкусу. От уютных 3- и 4-звездочных отелей до апартаментов или коттеджей на территории комплекса. Мы решили остановиться в глэмпинге. Это разновидность кемпинга, объединяющая в себя комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Если вы хотите почувствовать романтику проживания в палатке, при этом не жертвуя удобствами, такими как кровать, горячая вода, электричество, Wi-Fi, то этот вариант для вас. Несмотря на то, что отдых в таком месте далеко не бюджетный, я ни на минуту не пожалела о нашем выборе. За 2 ночи мы заплатили 340 евро. Но в эту сумму входит не только проживание, это пакет впечатлений. И чтобы у вас сложилось понимание, стоило он того или нет, давайте расскажу про этот пакет подробнее. Каждое утро нас ждал завтрак в очаровательной плетеной корзине. Свежая выпечка, йогурт, фрукты и соки. Посещение спа-комплекса и аквапарка также входило в стоимость проживания. Хотя я не фанат водных аттракционов, но раз уж они входят в пакет, то почему бы не попробовать? Здесь можно найти все – и спокойные бассейны, и экстремальные водные горки, где даже взрослые кричат от восторга или, возможно, от страха. Есть горки с резкими поворотами и крутыми спусками. Идеальный способ выплеснуть адреналин. Один из самых популярных аттракционов аквапарка является Кобра – гигантская горка в форме змеи. Этот аттракцион моментально вводит тебя на пик эмоций, особенно когда съезжаешь вниз в почти свободном падении. Но настоящая гордость курорта – wellness-центр Орхиделия, лучший спа-комплекс Словении на протяжении многих лет. Вход сюда открыт только для взрослых, и здесь есть свои правила. В сауну принято ходить без купальников, можно взять полотенце, и мужчины с женщинами парятся вместе. Для тех, кто предпочитает отдых в стиле ню, предусмотрена отдельная терраса для загара. Для маленькой страны, где все друг друга знают, скажем так, это чертовски смело. А для тех, кто отдыхает с детьми, больше подойдет комплекс Термалия. Здесь все более демократично, купальники обязательны, вокруг резвятся дети, а атмосфера создана для веселого семейного отдыха. Еще одно из преимуществ этого комплекса – множество интересных мест, буквально в шаговой доступности. Например, всего в нескольких минутах езды на машине расположена маленькая деревушка, которая, между прочим, была признана одной из самых красивых в Европе. Главная достопримечательность здесь – старинный монастырь. Когда смотришь на его мощные стены, трудно представить, что некогда это была крепость, защищающая своих обитателей от врагов. Сегодня же здесь царит полный покой, ведь замок был передан монахам, которые превратили его в обитель духовности. В монастыре находится одна из старейших аптек. Стоит переступить порог, и вы словно возвращаетесь в прошлое. Полки, уставленные сосудами, и стойкий аромат трав напоминают о временах, когда лекарства делали вручную из того, что давала природа.
Всего в нескольких шагах находится небольшая, но весьма популярная шоколадная фабрика. Она доставляет месту своеобразный современный шарм в контрасте с тихим настроением монастыря. Здесь туристы могут попробовать десятки видов шоколада ручной работы и восхитительные трюфели, от которых просто невозможно оторваться. Мне очень понравилась идея того, что каждая достопримечательность ненавязчиво рекомендует следующую. Повсюду расставлены аккуратные стенды, которые словно нашептывают: «А теперь загляни сюда, это место вас точно не разочарует». Так мы наткнулись на нашу следующую остановку. Но прежде чем я расскажу вам, что это за место, небольшое предупреждение. Эмоции меня буквально переполняли. В такие моменты легко потерять голову от восторга. И признаюсь, именно это со мной и произошло. Чуть выше на холме этой деревушки находится оленья ферма, где бегают очаровательные олени. Удивительно, но вход сюда совершенно свободный. За символический евро можно приобрести корм для этих милых животных и наслаждаться их компанией сколько душе угодно. Что особенно приятно, фотографировать и снимать можно без всяких ограничений. Если вы захотите остановиться здесь подольше, вас ожидает ресторан с местными деликатесами. Меню, конечно, не для слабонервных, особенно если вы привязались к милым оленям. Но, как говорится, все ради аутентичности. А вот отличный сувенирный магазин стоит упомянуть особо. Здесь можно найти множество милых и оригинальных вещей на память. Словения умеет удивлять на каждом шагу. И это касается не только природных красот и исторических мест. Именно в этой стране находится самая старая виноградная лоза. И на каждые 70 жителей Словении приходится один виноградник. Кажется, что чуть ли не каждый второй житель Словении – винодел. Но вот в чем загвоздка. Несмотря на все это богатство и историю, словенские вина остаются в тени своих более раскрученных соседей. Италия, Австрия – они их говорят на каждом углу. Их вина хвалят в каждом винном погребе по всему миру. А вот Словения… Ах, если бы маркетинг был таким же амбициозным, как их виноградники, это вино давно стало бы звездой на мировой арене. Но нет. Местные виноделы больше полагаются на качество, чем на блестящие рекламные лозунги. В этом, пожалуй, и заключается их обаяние. Вот и подошло к концу путешествие по Словении. Хотя далеко не все ее чудеса удалось открыть. Но это не повод для сожалений, скорее, прекрасная причина вернуться сюда снова.